Почему одним любовь дается легко, а другие будто ждут ее годами? Почему кто-то вступает в брак в 20 лет, а кто-то только после 40? И самое болезненное– это когда кажется, что с тобой что-то не так. Веды объясняют это иначе. Если ты узнаешь себя, досмотри этот ролик до конца, потому что в финале я расскажу, как понять, что это, задержка по времени или просто еще не включился твой период. Сегодня разберем 3 причины, почему любовь может приходить поздно с точки зрения ведической традиции. Причина первая. В ведической традиции есть такое понятие ринано бунхана. Это переводится как связь через долг. Это не романтическая судьба, это обязательство души. Если душа встречается по ринан бунхане, между ними уже есть незавершенный кармический расчет, то есть кармический долг. И здесь важно понять, это не история «отработал и пошел дальше». В традиционном понимании долг должен быть прожит. Иногда это брак на всю жизнь, даже если в нем нет легкости. Иногда это притяжение, которое невозможно разорвать. Это болезненная связь, которая меняет судьбу человека. В ведической традиции говорится, пока долг не исчерпан, связь не растворяется. Не потому, что не дают, а потому, что есть незавершенные обязательства. И вот здесь возникает самый главный вопрос. Если долг уже существует, почему любовь все равно приходит поздно? Чтобы понять это, нужно увидеть роль времени. Причина 2. За фактор времени отвечает планета Сатурн. Вообще планету Сатурн надо понимать, что это как принцип зрелости. Шани не запрещает брак. Он замедляет то, что должно быть прочным. Под влиянием Шани человек дольше ищет, осторожно выбирает, проходит этап одиночества, учится внутренней устойчивости. Любовь под влиянием Сатурна не вспыхивает быстро. Она созревает медленно, и часто именно такие союзы оказываются самыми устойчивыми. Но есть еще одна энергия. Это планета Кету. Кету связан с прошлой кармой и отрешенностью. Если Кету касается сферы брака, человек может не чувствовать острой потребности в союзе. Он может быстро разочаровываться в отношениях, ощущать внутреннюю дистанцию, не делать отношения центральной целью своей жизни. Разница тонкая. Сатурн задерживает через время, Кету охлаждает через внутреннюю отстраненность. И если эти энергии задействованы в вашей натальной карте, то любовь, конечно, может приходить позже. Не как наказание, а как часть кармической архитектуры вашей судьбы. Причина 3. Дхарма. Есть еще более глубокий уровень понимания, и он сложнее всего для принятия. В ведической философии существует понятие дхарма. Это не мораль, не социальный долг. Дхарма– это внутренняя функция души, то, ради чего она пришла в это воплощение. Каждая душа рождается с разным приоритетом задач. Не у всех людей центральной темой жизни является любовь. У кого-то главная задача– это знание, у кого-то служение, у кого-то духовный путь, у кого-то создание своего дела, у кого-то завершение родовой кармы. Отношения относятся к сфере камы, то есть желания, притяжения, удовольствия. Но в классической индийской философии есть 4 цели жизни. Первое– это дхарма, то есть ваш путь, путь души. Артха– материальная устойчивость. Кама– это желание. И мокша– освобождение. И порядок их раскрытия не одинаков у всех людей. Иногда сначала раскрывается дхарма, потом артха, и только позже кама. И вот тут, наверное, самый честный момент в этом ролике. Иногда человек страдает не потому, что любви нет. Он страдает потому, что его внутренняя программа не про отношения в первую очередь. Но общество имеет свои стереотипы, и оно говорит ему постоянно, что счастье– это равно брак. Если у души активная дхарма или мокша, она может быть направлена на знание, служение или внутреннюю трансформацию. Эта душа не холодная или она не способная любить. Эта душа просто не ставит союз в центре своей судьбы. И тогда любовь приходит позже, когда завершаются другие этапы. Поздняя любовь в ведическом понимании часто более зрелая, потому что человек уже прошел этап самоопределения, укрепил внутреннюю опору, перестал искать спасения в ком-то,
понял, кто он есть. И тогда союз становится не средством заполнения пустоты, а продолжением совместного пути. Дхарма всегда выше камы. Запомните это. Если намеченный путь души еще не выполнен, энергия отношений может быть на время отодвинута. И тут важно понять, что она не отменена, а просто отодвинута. Вначале я вам сказала, что в финале я объясню, как понять, это задержка или просто еще не включился твой период в жизни. Теперь давай соберем все вместе. Если в жизни повторяются одни и те же болезненные сценарии, чаще всего ты имеешь дело с кармическим долгом. Если ощущается медленное взросление и необходимость внутренней устойчивости, это может быть влияние шани. Если внутри есть спокойная отрешенность, будто отношения не являются главным, это энергия кету. А если жизнь ведет в реализацию, знания, служение или духовный поиск, значит у вас очень активно сейчас дхарма. И любовь не отменяется, она просто не стоит в первой в очереди судьбе. И самая главная сакральная мысль, которую я хочу, чтобы вы услышали, в ведической традиции нет понятия «опоздать». Есть понятие «прожить свое время правильно». Любовь не приходит раньше зрелости, и она не приходит раньше, чем освобождается место в судьбе. Сегодня мы говорили с вами о ведической философии. В следующем выпуске Рамджи, уже как ведический астролог, разберет более технически. Он покажет на реальных примерах и кейсах, как увидеть влияние шани, как проявляется кету в сфере брака, как анализируется Марс у женщины и Венера у мужчины, и по каким показателям действительно видно поздний союз. Я оставлю вам ссылку на наш подкаст. Обязательно посмотрите, где мы подробно разбираем критерии подбора партнера для брака с точки зрения джотиш. Если эта тема вам отвлекается, поставьте лайк этому видео. Это не просто поддержка канала. Это для меня знак, что вы хотите продолжения цикла про карму отношений. И тогда мы сделаем и вторую, и третью, и четвертую часть. А также напишите в комментариях, вы сейчас в периоде ожидания или чувствуете внутреннюю отрешенность? Самые интересные вопросы мы разберем отдельно в следующем выпуске. Для тех, кто слышит с полуслова, для тех, кто нашел этот канал и остался. Спасибо, что вы здесь. Индомания – пространство ведической мудрости. Добро пожаловать в место вашей силы. До новых встреч!